В этом видео вы узнаете, как обычные воины-тигры умудрились полностью обнулить полезность всей кавалерии фракции, почему опытные игроки стараются не принимать форму дракона у легендарных лордов, и по какой причине Катай единственный, у кого нет думстеков. Ну да, это Великий Катай. Фракция, знаменитая своими бескрайними рисовыми полями, величественными драконами и имбовыми стрелками, которые без труда выбьют глаз мутанту Дзинча с другого конца карты. Сегодня мы составим тир-лист не только юнитов, но также героев и лордов. Оценивать их я буду, как обычно, в рамках бессмертных империй, опираясь на свой огромный опыт в PvE. К примеру, за Мяоин я лично выжег весь хаос, угрожающий твердыне. Кроме того, недавно вышло новое DLC с белошерстой тигрицей Бхашивой. Я ее уже успел детально протестировать, но что гораздо важнее, с этим обновлением сильно изменился баланс внутри самой фракции. Так что сегодня вы наверняка откроете для себя много новых имп, даже если считаете себя ветераном Катая. Ну что же, юные хаоситы, приступим. В нашем списке будет всего 5 тиров, так как откровенно сломанных или бесполезных юнитов фракции попросту нет. Но расставить приоритеты все же необходимо, поэтому я постарался разделить их грамотно и без лишних придирок. Давайте разберем тиры на примере конкретных отрядов. Дитир, рабы. Открывает наш список небесный фонарь. Что тут сказать? Это недоразумение, что-то там попукивают с воздуха, имеет неплохой запас здоровья и все. На землю спуститься не может. В ближнем бою проигрывает даже самому убогому летуну в игре, а от стрелков отлетает в мгновение ока. И при этом это ведро на шаре доступно только на 3-м тире. По 40 сложно придумать более бесполезный воздушный отряд. Но есть нюанс. Фишка нового DLC. Теперь алхимики тоже могут пересесть на это чудо технологий, что окончательно убивает надобность нанимать обычные фонари, даже ради бафа. Заслуженное дно списка. Кстати, об алхимиках. До обновления эти девчонки были просто приятными магами металла и легко бы попали в B-тир. Но теперь, благодаря полетам и переделанной ветке развития, которая позволяет лечить и усилять армию, они стали одними из самых востребованных героев фракции. Если раньше мы брали их ради маневренности, то теперь это полноценные боевые единицы Великой Стены, за что уверенно попадают в A-тир. Сетир, рисоеды. Здесь у нас обосновались крестьяне-лучники. У парней нет бронебойного урона, дальнобойность посредственно, а в ближнем бою они полные нули. Почему же я их поставил не в самый низ? Все дело в ключевой механике Катая – гармония инь и янь. Если упростить, почти все в ближнем бою несут энергию ян, а стрелки инь. Когда вы ставите их рядом, срабатывает гармония, которая бафает обе стороны. Стрелки начинают палить заметно чаще, а пехота стоит насмерть. Именно поэтому у юнитов Катая средние базовые характеристики, ведь они изначально сбалансированы под работу в связке. Кстати, именно из-за этой механики у фракции и нет классических думстеков. Вы просто не можете набрать 19 одинаковых отрядов, не потеряв в эффективности. Катай требует комбинации разных стилей боя. Ну, кстати, тигры в этом плане исключение, но про их позже. Возвращаясь к лучникам, паре с теми же компейщиками, мы получаем достойный стрелковый отряд за сущие копейки. Это идеальное пушечное мясо. Если они побегут, армии будет все равно, а если умрут, то бюджет не пострадает. И, кстати, их улучшенная версия просто стреляет огненными стрелами, что, ну, не сказать, что прям вау. Поэтому тот же Си-тир. Би-тир, баланс. Раз уже заговорили о крестьянах, давайте добьем тему копейщиков. По факту это 160 парней с копьями, которые могут затыкать кого угодно. Добавьте сюда гору технологий, усиление от лорда и ту самую гармонию. И вуаля, перед вами сильнейшее мясо в игре. Я серьезно, я нанимал этих ребят даже в глубоком лейтгейме, потому что уверен, они выстоят против любого врага, пока мои элитные войска делают свою работу. Огромное количество моделей, приличный запас здоровья и солидный бонус против крупных целей делают их дешевой и максимально доступной опорой фронта. Плюс их не жалко ставить возле лучников ради гармонии, а остальных кинуть в бой без раздумий. Крепкая середина тир-листа. A-тир. Слуги небес. Тут расположился Астромант, еще один переделанный герой. Раньше это был просто неплохой маг ветра, карающий врагов молниями, но теперь его магия стала еще смертоносней, а вкупе с отличным боевым маунтом он превращается в настоящую машину по дэмэдж-дилерству. Главное не заигрываться и не подставлять его под вражеских стрелков. Говоря об Астроманте, нельзя забыть про компас Вусинь. Герой может пересесть на него, и это кажется отличным выбором. Бесплатный метеор и усиление магии, но есть нюанс. В ближнем бою компас
компас так же беспомощен, как и фонарь. Базовый компас создан, чтобы стоять рядом с лучниками и бафать их гармонией. Но когда на него садится Астромант, энергия Ян пропадает, и эта ключевая фишка теряется. Именно поэтому обычный юнит компаса до сих пор актуален. Бафы от их складываются, так что если вы уверены в своей стрелковой линии, можно смело брать даже 2 штуки. Уверенный B-тир. C-тир. Небожители. Наконец-то мы добрались до вершины Катайской горы, где расположились, ну да, вы уже догадались, абсолютно все легендарные лорды фракции. Впервые за долгое время мне нравятся вообще все лорды, и я не смог занизить оценку ни одному из их. Вижу ваше непонимание, поэтому давайте поясню. Начнем с драконов. Мяоин, дракон бури. На первый взгляд может показаться, что форма дракона у нее слабая, магия посредственная, а сама она по себе как боец, ну, нулевая. И самое забавное, что на старте игры вы будете правы. Компания The Мяоин та еще духота, но опытные игроки знают секрет. Форму дракона за нее лучше вообще не принимать, в ней она теряет способность колдовать, а магия у нее отлично, просто раскрывается не сразу. К тому же урона в облике человека наносит даже больше, но главная фишка — усиление стрелков. Мяоин второй юнит в ростере по силе дистанционных бафов, а так как именно стрелки делают всю работу в бою, с ней сражение заканчивается максимально быстро. За мощнейшую экономику и усиление армии уверенный S-тир. Юаньбо, нефритовый дракон. С формой дракона здесь та же история. Она настолько сомнительная, что даже в ветке прокачки есть отдельный упор на человеческую форму. Плюс уникальная механика палач императора на добивание делает этого зеленого дракона лучшим убийцей лорду у Катая. По магии он даже обходит сестру, но есть нюанс. Его бафы для армии на порядок слабее, чем у Мяоин. Так что, какой бы он ни был сильный дуэлянт, стрелки сестры его армию просто не подпустят к себе. Но за общую мощь заслуженное место в топе. Джао Мин — железный дракон. Он приличный маг и крепкий боец в человеческой форме также. Да еще и бафает весь ближний бой в армии. Но главное, он единственный, у кого форма дракона реально работает. Да, анимация ударов все еще полный мусор, который не попадает. Но у него есть 2 жирных плюса. Дыхание дракона, магия, которой нет у других. И сумасшедшая регенерация. Джао Мин может буквально с начала кампании восстанавливать себе полный столб здоровья, впитывая урон за половину армии. Сталь — это про прочность, а не про урон, верно? Сталь внутри, сталь снаружи. Сначала немного магии, а потом стоим в форме дракона и терпим все, что летит в лицо. Настоящий танк. S-тир. Не забываем и про недавнее пополнение. Хашиба, белый тигр. Сначала она кажется просто монстрой с хорошим уроном по пехоте, но на 18 уровне раскрывается ее главная фишка — режим преследования. Похожую механику мы видели у Сникча. Тигрица нападает на любого лорда из засады, не оставляя шанса уклониться. В прямом столкновении она неубиваема, перемещается в засадах, а на своей территории она вообще невидима. Сильный тигр на разгонах плюс бесконечные засады — это идеальный лорд, который отлично разбавляет драконье семейство. И тут бац! Встречайте, Сайтан бдительный, сильнейший герой в игре на данный момент. Причин 3. Запредельный запас хп, дичайший урон по крупным целям. На расстоянии я разгонял его до 1400 урона, и это даже не его прайм. Плюс мощные бафы на весь ростер, включая стрелков. Сайтан убивает вражеского лорда и еще до того, как тот успеет дойти до линии фронта. Это настоящий ванпанчмен Катая, для которого я бы выделил отдельное место над всеми тирами. На него должны равняться все герои в игре. Идеал! Ох! С пояснением мы закончили, теперь переходим к быстрому разбору всех остальных отрядов. Начнем, как всегда, снизу. Стрелки и железных крадов. А вот тут меня могут закидать говном. Так что буду сейчас жестко отставить свою позицию. Давайте по порядку. Из плюсов это юнит 2 тира с огромным бронебойным уроном. И все. Больше плюсов нет. В ближнем бою они рассыпаются за секунду, стреляют на расстояние выстрела из дробовика, но делают это так медленно, что успевают дать лишь один залп. Один, мать его, залп, а потом просто стоят и смотрят в спины союзникам, потому что дальность не позволяет им стрелять навесом. В итоге 90% времени они просто работают массовкой. А если вам придет в голову гениальная мысль пустить их в рукопашку, ну тут поможет только небесная благодать. Их ненавидит и автобой, и я.
позорный D-тир. Раз уж заговорили о стрелках, добьем остальных. Нефритовые арбалетчики, такие же слабаки вблизи и тоже доступны на втором тире, но за счет дальности они отлично выкашивают врага и стреляют быстро, а не раз в пятилетку. Плюс навесную стрельбу им никто не отменял. Добавьте к этому приличную броню и защиту от натиска, и вы получите настоящую жемчужину фракции. Версия со щитом — это вообще имба, который не боится вражеских стрелков и может поставить за себя в рукопашке. Базовая версия уходит в B-тир, а вариация со щитом в уверенный A-тир, как основу армии на любом этапе игры. Арбалетчики Небесного Дракона. Конечно, я не мог пропустить этих красавцев. По факту, это нефритовые воины, умноженные на 2. Диги урона на расстоянии, отличные показатели вблизи и адекватная стоимость. Но есть проблема. Несмотря на заявленный 3-й тир, фактически они нанимаются на 5-м. Пока вы до их дойдете, кампания может уже закончиться. Поэтому я не могу поставить их выше A-тира. Да, это один из лучших стрелков в игре, но они появляются слишком поздно. В то время как Нефритка будет тащить вам катки целых 100 ходов. А вот их знаменитый полк — это просто отвал башки. Дальность выше, плюс активка на дикий дебаф к выстрелам. В результате сильнейший юнит ростера, заслуженный S-тир. Говоря об имбах, я чуть не пропустил одну. Гренадеры Нангау. Смотришь на них и думаешь: офу, ну девчонки бросаются каким-то говном без бронебойки. Но на деле это вау-эффект. Да, чистого урона немного, но за счет гранат они в ноль разрывают ряды пехот, раскидывая их в разные стороны и не давая подойти. Смешная дальность им не преграда, ведь они могут и в ближнем бою навалять, благо статы позволяют, но главная их способность — вспышка ясного неба. Это ну просто сломанная механика. Юнит 2-го тира за копейки выдает дебаф в радиусе на минус 24 к защите и атаке. Это вообще никто не балансировал. Девчонки с гранатами — это дичайшая имба, которую обожают и автобой, и ручной режим. И вы тоже их полюбите. Рекомендую всем и всегда. Самый жирный S-тир. А вот старшие сестренки, ну, такой эффективностью похвастаться не могут. У журавлиных стрелков запредельная дальность, но стрелять далеко не значит стрелять метко. Моделей мало, реального урона тоже немного. В теории цифры выглядят грозно, на практике просто неплохой стрелок, который становится беспомощным, как только враг до него доходит, а он дойдет. К тому же они доступны лишь на 4-м тире, и главный гвоздь в гроб — ракетная батарея. Она тоже на 4-м тире, но стреляет дальше, бьет больнее и рушит стены. Зачем нанимать журавлей? Я таки не понял. Поэтому стрелки отправляются в B-тир, а ракетная батарея, как один из главных дамагеров ростера, в S-тир. В каждой армии пара таких штук обязательно. Что касается большой пушки, это классика. Урон в норме, дальность отменная, цена доступная, но проще дождаться ракетницы и наслаждаться мощью 11 стволов. Ставлю пушку в B-тир рядом с журавлями за относительно, схожую пользу. Ну и последний красавец — Небесная Джонг. В отличие от фонаря, здесь парни в ведре занимаются серьезными делами. Например, жестко долбят ракетами по врагам. И по факту урон будет у их не хуже ракетных батарей. Да и дальность такая же. Но при этом в воздухе парит, а значит их проще защитить. Но не тут-то было. Шарик нанимается аж на 5-м тире, а это для Катая очень долгий путь. И пока вы получите их себе в армию, скорее всего, уже вся кампания будет завершена. Поэтому та же проблема, что и у арбалетов Небесного Дракона. Имба, но позднее, поэтому всего лишь A-тир. Наконец-то со стрелками разобрались, давайте вернемся к низам. У нас осталось еще парочку лордов. Драконокровный правитель, и он отправляется прямиком в D-тир. Чтобы понять мою логику, нужно сразу пояснить ситуацию по всем минорным лордам Катая. Если вам нужно срочно защитить город или отбить контратаку врага, ваш выбор — это Небесный Полководец или Сайвай Тигр. Это мощные боевые лорды, колдовать они не умеют, зато отлично машут палками и усиляют армию. На старте то, что нужно, но чем дальше продвигается кампания, тем более блеклыми они кажутся на фоне легендарок. Вау-эффекта нет, поэтому оба в C-тир. Если же вам нужен лорд в долгую, выбирайте Верховного Магистра. На старте он слаб и деревню в одиночку не спасет, но со временем раскрывается. У него крутые приказы, куча бафов и самое главное, пассивное поддержание гармонии в строю. Как боец и маг он никакущий, но как полководец шикарен, крепкий битир. И вот наши полукровки-правители. Бафов 0, бойцы средние, зато как колдуют, но вот беда. Магия Катая никогда не была ультимативной. У нас есть алхимики и астроманты, которые справляются с магией лучше. При этом один бафает армию, а второй летает на птице и разносит все в щепки. Зачем тратить слот лорда на просто хорошего мага без бонуса для войска?
Я не знаю. Скучно и точка. D-тир. А теперь к новичкам, тигролюды. И нет, я не задвинул их в конец списка, просто именно они окончательно похоронили кавалерию Катая. Главная фишка тигров, у них нет механики гармонии. И плевать на все эти ваши инь-янь, сунь-вынь, они сильны сами по себе в стоке. И это ощущается. Дикая скорость и натиск превращают их в идеальную ударную монстру на Киса не одна, их целых 3 штуки, поэтому по порядку. Тигролюды, воины, второй тир. Нам пишут, что бронебойности нет, но на деле она ощущается. Антипех есть, но вот он вообще никак не ощущается. Это, пожалуй, сильнейший юнит второго тира, который я видел. Единственный минус — цена. За эти деньги можно взять 2 отряда гренадеров, которые принесут больше пользы. Но сами по себе котики — это уверенный A-тир. Следопыты, 3-й тир, у их бешеные статы и даже есть дальний бой, но не обманывайтесь. Там всего 2 боеприпаса, которые они кидают на ходу, чисто для вида. Если бы не бронебойность, я бы поставил их в B-тир, к нефритовому арбалету, но коты все же чуть эффективнее, поэтому тоже A-тир. Железные когти, 4-й тир, вот это уже серьезно. Броня, защита, честная бронебойность и отличный бонус против крупняка. Суперская монстра, которая уместная в любой армии, уверенный S-тир. А теперь посмотрим на тех, кого тигры оставили не удел. Кавалерия. Крестьяне на лошадях. Дешево и сердито. Для первого тира пойдет, но как только появляются тигры на втором тире, шансов их нет. Си-тир. Нефритовые гусары. 3-й тир. Крепкий, со щитами, но без бронебойности. Проигрывают тиграм 2-го тира почти всегда. Могут быть полезны только чтобы проскочить под обстрелами и навязать бой арте. За что они по-прежнему и ценятся с натяжкой. Си-тир. Всадники Великого Лонма, 4-й тир. Выглядит эпично, на деле кринж. Характеристики плохие, бронебойности нет, уникальных фишек тоже. Сколько бы их ни пробовал, но они всегда умирают от всего подряд. В вакууме хороши. На деле мусор, ну тупо рыцари Рока Дзинча, только 4-го тира. Тотальное разочарование и Си-тир. А вот их знаменитый отряд чуть лучше за счет бронебойности и защиты лордов, но живучесть все равно хромает. B-тир не больше. Раз добили кавалерию, то давайте и пехоту закончим. Нефритовые воины. Парни мега крутые, броня, щиты, а под гармонию стоят насмерть, и это на 1-м тире. Но есть нюанс. Нанимаются 2 хода из общака, что жирный недостаток на фоне крестьян. При всей их мощи только B-тир. Их версия с алебардами, казалось бы, во всем лучше, защита и бронебойка, огнище, но, к сожалению, быстро вытесняются элитой, поэтому такой же B-тир. А вот стражи Небесного Дракона — это абсолют, боги защиты, которые и в нападении могут за себя постоять благодаря бронебойности и щитам. Ну тупо праймовые, нефритовые воины. Мастер на все руки, так сказать. Раньше я бы закинул их в Си-тир, но сейчас есть железные когти, которые просто эффективнее. К тому же у стражи нет таких диких разгонов, как у тигров под Башивой. Поэтому сегодня заслуженный A-тир. Как для базовой, так и для улучшенной версии. Они по факту, ничем не отличаются. Идем уверенно. У нас остались только герои и монстры. Так что разберемся с ними быстро. Мастер Врат. До обновления посредственный стрелок и воин. Ни толковых усилений, ни магии. Но теперь ему нарисовали мощнейшие бафы для всех стрелков. Да и сам он прибавил сил. А мы помним, любые улучшения стрелков у Катая — это имба. Заслуженный тир, хотя до патча я бы его выше D-тира не поставил бы никогда. Вот так сильно его пересмотрели, чтобы вы понимали. Вещая лапа, новые герои тигролюды. Владеют 3 школами магии, причем очень хорошими и уместными. Достойно сражаются и усиливают и без того крутых тигров. Казалось бы, точно A-тир, но нет. Все еще лучше. Они дают восполнение потерь, которого Катаю катастрофически не хватало. Теперь это коты must have в каждую армию. Лучший минорный герой фракции S-тир. Таоянь безжалостная. Нам добавили еще одного легендарного героя. Сначала она кажется просто сильным бойцом, что норма для новых героев, но здесь не только мощь, но и крутейшие бонусы для нефритовых воинов. А эти парни будут с нами минимум 100 ходов. Реально сильный персонаж, который пригодится всегда. S-тир. Раз заговорили о героях, вспомним и про барабаны. Единственный минус — на них нельзя посадить героя. Но, к сожалению, герои выключают энергию, а это главная фишка барабана.
идеальный баланс гармонии, который дает только базовая версия. Про дикие ауры вокруг я вообще молчу. Есть даже знаменитый отряд с антидемонической аурой на магические атаки, но суть имбы не меняется. Святилище, оно и в Африке святилище, твердый эстир для обоих версий. А вот и монстр. Я тянул до последнего, этот момент настал. С этим зоопарком было сложнее всего, но я справился. Начнем с худших. Терракотовый страж. Честно, не знаю, кто занимался их балансом, но это никуда не годится. Защиты нет. Любая пехота с алебардом их просто унижает. При этом они горят как демоны, но 20 физрезиста им не завезли. Что мы получаем взамен тогда горению? Ха-ха, ничего. Просто большая красивая статуя. Спасает их только то, что у твердыни их можно нанять уже на 4 тире. И это реально решает. За это даю B-тир. Кстати, их улучшенная версия — это отдельный кринж. Казалось бы, больше защиты от выстрелов и рикошет. Встал в центр армии, все, стрелки не угроза, но нет. Обратка работает только вблизи. Боту достаточно чуть отойти и все. Никакой обратки нет. Такой же пафосный кринж B-тир. Агатовые и нефритовые львы. Агатовый кошмар стрелковой обраткой, адекватный уже на этот раз, а нефритовый заливает урон через дыхание и разгоняет магию. Оба варианта крутые, но у Агатова есть козырь — энергия инь. Они позволяют создавать гармонию для всех ближников, даже когда они далеко от стрелков. И даже барабаны не нужны. Это делает его ценнейшим ударником. Хотя я и нефритовыми через дыхание вношу тонны урона, поэтому для меня они не сильно отличаются. Но все же, серый в A-тир, зеленый в B-тир. Воронолюды, я их называю фури на максималках. Быстрая и сильно летучая монстра 2-го тира. К счастью, это не конструкты, а духи, а значит законы 20% изреза есть. Плюс отличные статы. В итоге получаем качественный воздух. Добавок, у них есть энергия инь, идеально дополняющая ваших бойцов. Уверенный B-тир. Знаменитая версия ворон сперва не впечатляет, но когда я увидел, как жестко они рвут пехоту бомбами в сочетании с мощным натиском, ох, эти парни точно стоят вашего внимания. A-тир без лишних слов. Небесный лев. А их я хотел сказать еще в разборе всадников на Лонме, ведь эти звери лучше их во всем. И по характеристикам, и по активной способности на минус дисциплину. И это юнит всего лишь 3-го тира, Карл, какие Лонма, когда есть такая имбулька, особенно в связке с воронами. Уверенный A-тир. Лунная птица, финальный юнит списка. По цифрам она кажется лучше льва, а значит рвать и метать на деле без бронебойности жить тяжковато, та и брони на 4-м тире маловато. Стрелки превращают ее в решоте. Та и способность настолько слабая, что даже бот уворачивается от стоящего торнадо. Как маунт топ, но как отдельный юнит не выше B-тир. Ох, затянули мы с этим тир-листом, но юнитов действительно много. Фракция теперь ощущается полноценной и готовой к любому вашему стилю игры. Оценивать было тяжело, но я справился. Буду рад вашему лайку и подписке. Пусть боги даруют вам сил. Удачи!